Всем привет! Сегодняшнее видео я записываю в университете Ла Сапьенса, который находится в Риете. Честно говоря, судя по моему виду, видно, что я не собиралась сегодня ничего снимать, но так как я нахожусь в абсолютно пустой аудитории и мне никто не мешает, я решила, почему бы не записать видео. Сегодня мы разберем, какие в основном расходы у студентов, сколько стоит жилье, сколько уходит на продукты, на транспорт, коммунальные услуги и на всякие другие пейменты. Хочу подметить мой абсолютно учебный лук, такой типа а-ля студент загруженный. Хочу подметить, какие у нас огромные аудитории, очень удобные современные парты, всякие другие инфраструктуры. И в целом здесь очень тепло, хотя я обычно, но на улице плюс-минус уже начинается весна, но у нас тут тепло. Я прям сижу возле батареи, и мне немножечко даже жарко. Итак, для начала, наверное, нужно обсудить, что ваши расходы будут отличаться в зависимости от того, в каком городе вы проживаете. То есть, если вы проживаете в таких больших городах, как Рим, Милан, можно даже сказать Флоренцию, у вас будут довольно-таки большие расходы, потому что цены там гораздо выше, чем в таких маленьких городах, как, например, живу я. Я живу в городе Риети, и, соответственно, у нас цены даже на те же самые комнаты и квартиры намного ниже. То есть в среднем, если в Риме там, может быть, от 300 нормальные квартиры, у нас в целом от 200 можно найти. Основные расходы, конечно, уходят за квартиру, точнее говоря, за комнату. Итак, первое — арендная плата. Я живу в сингл-руме, то есть у меня своя собственная комната. В целом квартира, в которой я живу, состоит из 2 комнат, кухни и ванной, и туалета. И мы живем там 2 девочки. И мы обе платим по 250 евро, это за сингл-рум ежемесячно, и туда не входят коммунальные услуги. То есть коммунальные услуги мы оплачиваем отдельно, тогда, когда приходит счет. Обычно это бывает раз в 2 месяца. В среднем даблрумы в Риете можно найти от 150 и выше. Но сейчас из-за того, что спрос растет, цены повышаются, то есть где-то, наверное, начинается от 180 за даблрум. Конечно, мой совет вам как для студента, если вы интроверт или если вы довольно-таки капризный или же в целом вы не любите общение с людьми, настоятельно рекомендую находить себе single room, потому что все-таки жить с чужими людьми — это довольно-таки стрессовый опыт. Лично у меня это было просто нечто. И поэтому в последующем я уже старалась находить себе сингл-румы, что довольно-таки удобно. Но если жизнь складывается так, что вы вынуждены жить, разделяя там квартиру, комнату с кем-то другим, то старайтесь выбирать человека, который ближе подходит к вам по темпераменту, по культуре, по в целом мировоззрению. Это, конечно, сложно, но если вы прислушаетесь к этому совету, вы избежите множества проблем. Немножко съехала, ну не ладно, это важно. Это важно. Как я и сказала, в Риме и в Милане квартиры сингл-комнаты начинаются от 300 и выше. Там бывают такие цены, что это просто вообще неимоверно. Вот, поэтому очень тщательно выбирайте. Где можно найти квартиру? Да? Очень важный вопрос заранее. У нас существует группа в WhatsApp, куда добавлены практически все студенты, и там пишут объявления на поиск квартиры. То есть есть ребята, которые ищут, есть ребята, которые наоборот ищут себе замену, либо же которые хотят освободить комнату. Есть наоборот арендодатели, но это в редких случаях. И также есть ребята, которые занимаются риэлторскими услугами. Это вообще отдельная тема. То есть существуют группы, WhatsApp-группы. То есть вы можете, например, поступив в тот или иной университет, вы можете связаться с как-нибудь, получится так, что вы свяжетесь со своими одногруппниками, и кто-нибудь из них, быть может, знает о существовании таких групп, и вы туда добавитесь. Либо же какие-нибудь телеграм-каналы, в которых также пишут объявления.
Некоторые из них у меня есть. Если вы действительно в этом заинтересованы, вы можете мне написать в Инстаграме, и я поделюсь с вами этими ссылками. Также существуют объявления на сайтах. Я пробовала делать так, когда я искала первый раз квартиру для переезда со своей прошлой квартиры. Вбиваете на итальянском, например, там комната, там условно в Риме, да, либо, ну, если это Рим, можно на английском. Вы вбиваете, например, запрос, и там выходит, например, информация на итальянском, но сейчас сайты можно переводить на русский даже, и вы можете поискать на русском. Но что в группах, что в объявлениях, очень есть большая вероятность наткнуться на мошенников, поэтому будьте очень осторожны. Это прям важно, потому что и в самих группах тоже пишут то, что часто люди попадаются на мошенников. И лучше связываться напрямую с хозяином, не через каких-то посредников. Еще один способ найти квартиру, о котором, в принципе, мало кто знает, это объявление в секретариате. Свою нынешнюю квартиру я нашла как раз-таки по одному из таких объявлений. И по поводу риэлторских услуг. Очень часто люди делают деньги на том, что, в принципе, уже доступно. То есть нужно быть немножечко повнимательнее, и так вы можете сберечь большую сумму, потому что, когда я искала себе квартиру, также по объявлению в группе, со мной связались некоторые люди, которые просто скинули мне вариант и сказали, чтобы получить номер хозяина, ты должна будешь заплатить 120 евро. Я такая, типа, чё? Типа, что за лохотрон? По сути, я бы еще согласилась с этой суммой, если бы я искала себе риэлтора, который поможет мне. Потом получилось так, что я нашла эту же квартиру в объявлении в секретариате, и я связалась уже напрямую с хозяином. И то есть я потом с этим хозяином обсуждала, типа, вы вообще знаете, что на вашей квартире бабки делают? Вот, поэтому я просто, знаете, я не люблю недобросовестных людей, и это еще 120 евро, это не такая цена, которую я бы отдала за риэлторские услуги. Но есть отчаянные люди, и такие люди делают деньги на таких людях. Это просто, я не знаю, я такое не понимаю. Поиск квартиры по объявлениям в секретариате очень хороший вариант. Там обычно указаны номера, но в основном арендодатели общаются на итальянском, то есть вы можете сохранять номера в WhatsApp и писать им через переводчик, и так вы можете найти квартиру и уже напрямую связавшись с хозяином, и так меньше вероятность, что вы попадете к мошенникам. Квартира, в которой я сейчас живу, там хозяева, пожилая пара, которые сдают свою соседнюю квартиру, и мы, получается, просто пошли, писали по объявлениям, очень многие, конечно, уже были забиты квартиры, вот, но судьба сложилась так, что мы нашли свою квартиру. Если вы поступаете в Риете, я могу также вам поделиться с вами ссылкой на группу. Вот. Просто напишите мне в Инстаграм. Следующий момент — это коммунальные услуги. Коммунальные услуги очень интересная тема, потому что в зависимости от района, также в зависимости от города, от времени употребления тех или иных ресурсов зависит цена. Так, например, наши хозяева рекомендовали нам не пользоваться электричеством много в вечернее время, то есть не стирать и немножко экономить вечернее время, потому что обычно зимой цены, конечно, очень завышены, чуть ли не в 2 раза. В среднем за коммунальные услуги выходит, наверное, за 2 месяца до 100 евро может дойти. То есть в среднем 70-80, но бывают такие случаи очень исключительные. То есть я не могу сказать, что вот типа 70-80 евро, это вот вы будете платить каждые 2 месяца. Нет. Бывают моменты, когда цены такие, что ты просто на них смотришь, типа что, например, прошлым летом я жила в квартире, в которой жили 4 девочки, и мы практически все разъехались летом. Я поехала на работу, они поехали к себе домой, и в квартире никто не жил, но счет за воду нам пришел 500 евро. Это за, наверное, 4 месяца. На пятерых, потому что до меня жила девочка, и ее часть разделили на нее. Но с учетом того, что в квартире особо никто не жил и водой особо никто не пользовался, 500 евро это было, конечно, типа, что... Также очень большие счета приходят часто за газ. Сами знаете, санкции, европейский газ и так далее очень дорого. И поэтому за газ платить приходится тоже баснословные цены, но они как бы реальны.
Еще напрягает то, что счета приходят не так, как у нас, например, не каждый месяц, а там, ну, раз в 2 месяца еще нормально. Но вот эта система и бюрократия в Италии — это такая сложная тема, вообще непонятная. Как приходят коммунальные услуги? Обычно они приходят в виде письма, либо в электронном виде на имя хозяина. Некоторые хозяева, у меня было в прошлой квартире так, что хозяин оформлял квартиры на студенток, то есть кто живет, они заключают контракт, и также контракт на коммунальные услуги тоже заключается на девочек, поэтому мы скидывали деньги девочкам, и они уже оплачивали. Было вот так. То есть, условно, в квартире живет 4 девочки, на одну он оформил воду, на одну газ, на одну там электричество. И вот так мы платили. По поводу квартиры. По поводу квартиры также. Перед тем, как вы въедете в квартиру, вы заключаете контракт, и существует такое понятие, как депозит. Депозит — это первоначальный взнос, который возвращается после того, как завершается контракт. И если вы не собираетесь его продлевать, то вам возвращают эти деньги. Но они осматривают квартиру, если ничего не испорчено, не сломано и так далее, они возвращают вам полную сумму. А если же что-то сломали, то они взимают некоторую часть и остальное дают вам. То есть эта часть, она измеряется по той стоимости этой вещи, которая описана в контракте. Депозит обычно составляет арендную плату за 2 месяца. То есть, условно, если у меня арендная плата 250 евро в месяц, то депозит я должна оплатить 500 евро. То есть в итоге мой первый взнос — это 250 за первый месяц и 500, то есть 750 евро. В каждой квартире по-разному. Есть некоторые квартиры, в которых депозита нет, но это в очень редких случаях. Есть квартиры, в которых депозит, например, равен одной арендной плате, то есть одномесячной арендной плате. Это все как бы индивидуально тоже. Это нужно иметь в виду, потому что это также дополнительный расход. Следующий момент — это момент с продуктами. Довольно-таки интересный момент, потому что, опять-таки, стоимость продуктов зависит от регионов, от города и так далее. Но в основном во всех городах Италии есть, например, какая-то сеть маркетов, где, в принципе, плюс-минус цена вроде бы как одинаковая. Так, например, одни из самых дешевых маркетов — это MD, это Conad, это Spar, но Spar не везде встречался мне. Также есть рынки, например, которые устраиваются жителями. В выходные дни с утра до обеда выстраиваются такие типа ярмарки, где продают овощи, фрукты и так далее. Вот, и там обычно цены тоже плюс-минус дешевле. Я закупаюсь продукты в основном в MD и в маркете. MD я открыла для себя только в этом году благодаря своей подруге, и там для меня цены, типа, всегда, я когда туда выхожу, мне кажется, что я хакнула систему, и я обманула их на деньги. Потому что, например, я набираю себе корзину продуктов, и там, условно, цена выходит намного меньше, чем я ожидала, и мне кажется, что будто я что-то забрала и без спроса и ушла. Так как я сейчас живу в районе близ Конада, в основном легче всего мне добраться до него. Я уже даже себе открыла карточку, я его сюда когда-нибудь приложу, карточку по поводу продуктов. Когда вы впервые прилетаете в Италию, уже обосновались в своей квартире, вам, конечно, понадобятся свои собственные продукты. Опять-таки, если вы делите квартиру с какими-нибудь людьми, вы также можете договориться покупать продукты вместе и разделять, например, потом цены, но заранее скажу, что эта идея плохая. Если вы живете, например, со своим другом, это еще более-менее можно как-то согласиться на эту авантюру, но я вам не советую. То есть лучше все-таки иметь свой личный отсек в холодильнике, покупать себе личные продукты и не заморачиваться потом с разделением чеков. Или там, например, если ваш друг или сосед купил то, что ему хотелось, а вы этого не хотели, а вам платить придется. Ну, короче, там такая сложная схема, то есть лучше всегда отдельно. Это вот проверенный вариант. Что я хотела сказать? В целом, когда вы изначально вселяетесь в квартиру, у вас первый закуп выйдет намного больше, чем последующие, потому что изначально вам нужно купить такие вещи, как масло, соль, специи, там и многие другие, которые вы будете использовать на долгосрочной основе и которые в целом вы не будете часто выкупать.
Основные продукты, которые вам придется покупать регулярно, на них уходит в среднем где-то 20 евро, 15-20 евро в неделю. То есть, соответственно, в месяц это 80 евро. Ну, 80-100 евро на продукты. Это сыр, которого мне хватает на месяца 2. Кабачки, помидорки, сыр, мед. Это песто, лимон, 3 пачки макарон, рис. Как это называется? Ну, вы поняли. Йогурт, масло, очень удобные упаковочки. Тесто слоеное, потом мой сегодняшний ужин, типа пельмени с тыквой. Груша, бананчики, пакеты мусорные и яйца, перец. Ну и то, иногда бывает так, что мне хватает одного закупа на 2 недели. И где-то, наверное, от 60 до 80 евро вам хватит на еду. Следующий топик у нас будет транспорт. Как я уже сказала, я живу в маленьком городе под названием Риети. Соответственно, транспорт у нас есть, но в принципе им никто не пользуется, потому что у нас транспорт не так распространен, его не так много, и в принципе он не особо нужен. То есть от одной точки города до другой можно дойти за минут 40-30. Но также можно использовать, например, аренду велосипедов, чтобы либо покупку велосипеда, чтобы быстрее передвигаться по городу. В больших городах, естественно, вы будете пользоваться метро, вы будете пользоваться автобусами, есть специальные льготные карты, есть просто транспортные карты. Итак, друзья, в 3 последующих слайдах я подробно расписала о транспортной системе в Риме и также их ценах, так что вы можете заскриншотить все и прочитать. В Риете деньги на транспорт у меня не уходят. Единственное, у меня уходят деньги на междугородние поездки. И в среднем билет в одну сторону на Катрале стоит 4,5 евро, а на поезде 10 евро. То есть билет на поезд из Риети в Рим стоит 10 евро. В принципе, до Рима добираться мне 1,5 часа на автобусе, что удобно и без пересадок. Вот, но зачастую иногда удается проехать зайцем, но если вас поймают контролеры, это, конечно, трындец, потому что в прошлый раз, когда мы поехали с моей подругой, мы ехали вечерним рейсом, и мы, конечно, хакнули опять-таки систему, и нас никто не выселил, но ребята, которые попались, обычно штрафуют на 50 евро, но их просто высадили посреди трассы, вообще была ночь, там ничего поблизости нет, нигде билет не приобретешь, если они, конечно, не догадаются приобрести онлайн. Но, конечно, с этим шутки плохи. Во Флоренции билет на трамвай стоил 1,70 евро, это, ну, то есть одна поездка. Если вас также поймают без билета со штампом именно, вы входите в транспорт, обычно там есть такие автоматы, куда ты вставляешь свой билет, и там остается штамп. С этим нужно быть повнимательнее, потому что если вас поймают контролеры, как в Венеции, так и во Флоренции, вам грозит штраф. Во Флоренции за поездку в трамвае без билета или без штампа на билете штраф был 40 евро. Вот. Но для студентов, опять-таки, есть всякие льготы, есть всякие скидки, поэтому эту тему можно будет тоже изучить. Вы можете узнать это уже проживая в своем городе. Транспорт мы разобрали, теперь следующая тема — это интернет и сотовая связь. В Италии очень много разных сотовых операторов и разные тарифные условия. По моему приезду мне рекомендовали приобрести сим-карту Iliad. Тарифный план у меня 10 евро в месяц, это 150 гигабайт, было 120, но они сейчас увеличили, сделали 150. В целом мне плюс-минус хватает. В университете у нас также есть свой Wi-Fi, звонки, смс по Италии бесплатные. Еще, что мне очень сильно понравилось, это роуминг. То есть, когда я поехала в Вену из Словакии, я не знала, что у нас есть определенные гигабайты, которые мы можем использовать по Европе. То есть я просто включила интернет, и он почему-то работал, и это было благом для меня, потому что я боялась потеряться в
в чужой стране. То есть это очень классно, и я думаю, что у многих итальянских операторов есть данная функция. У других операторов разные тарифы стоят по-разному. У некоторых, например, приблизительно такой же, как у меня, стоит там 8 евро, в некоторых там еще что-то. Максимальный тарифный план у моего оператора это 14 евро за 300 гигабайтов в месяц. Еще не есть некоторые квартиры, в которых есть Wi-Fi, либо ребята сами себе устанавливают. В среднем Wi-Fi выходит где-то 60 евро за 2 месяца, зависит от какая у вас квадратура в квартире и какой у вас оператор. Ну, в принципе, в Vodafone это 60 евро в месяц, и там можете разделить между своими соседями. Но, как я говорю, мы, получается, просто приобретаем тарифный план, и можно раздать интернет к ноутбуку или к своему другу, так что, в принципе, Wi-Fi не нужен. В моей первой квартире в Италии у нас был Wi-Fi установлен, и оплата за Wi-Fi с нас не взималась, потому что хозяин был добр и сказал, что Wi-Fi он как бы просто предоставляет нам. Напоследок, наверное, разберем мои личные расходы и всякие развлечения. Как таковой личных расходов у меня нет, потому что я в целом стараюсь вести экономный образ жизни. Прошлым летом я заказала себе одежду доставкой, вот, и у меня вышло в районе 100 евро. Но это единоразовая акция, потому что в целом мне больше вещи покупать не нужно. Может быть, там раз в полгода у меня выходят какие-нибудь покупки. На такие личные расходы вы тратите деньги только в том случае, когда вы уверены в своем капитале, условно так. Потому что и в своих финансах. Потому что когда их нет, вы не тратите. Когда они есть, вы уже там смотрите и выбираете, что вы хотите. Это уже зависит от ваших желаний, привилегий и всего того, что вы сами хотите. Мне этого не нужно, но когда есть деньги, я могу себе позволить то, что я хочу. И там уже не важно, сколько это стоит. И также на развлечения, на путешествия и развлечения. На путешествия в основном уходят расходы на аренду жилья, на поездку и на еду. В путешествии, если вы купите билеты на автобус или на поезд заранее, за несколько месяцев или за месяц, то есть хорошо все спланируете, очень дешево уходит. Например, мою последнюю поездку мы спланировали заранее, и у нас на транспорт ушло, типа, условно, 3-4 города, у нас вышло где-то в районе 30 евро на двоих. Это очень мало, потому что, когда я ехала летом в одну точку, у меня вышло 70 евро. Еще зависит от сезона, потому что, когда сезон, цены бывают повыше. Также, например, если вы в путешествиях едите в ресторанах, то в ресторанах обычно цена на одного человека это 15-20 евро. То есть, считайте, сколько у вас выходит за одно посещение ресторана. Вот, и опять-таки зависит от города. Думаю, что на этом все. Я ответила на все вопросы. В целом я могу сказать, что в принципе в месяц выходит 400-500 евро. Опять-таки зависит от города. Если вы живете в Риме, в Милане, то, наверное, у вас будет где-то 600-700, может 800, то есть где как, да. Но на этой ноте я с вами прощаюсь и пойду учиться дальше. Вот, а вы оставляйте свои вопросы в комментариях, и надеюсь, я ответила на многие из них. Ждите мои следующие влоги, подписывайтесь на мой YouTube-канал, смотрите мои шорты, подписывайтесь на мой Instagram, там очень красиво, эстетично. Оставляйте лайки, комментарии и подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии, я на все отвечу, мне очень нравится с вами общаться. Я думаю, что и вам тоже, потому что я из тех блогеров, которые добросовестно отвечают на все ваши вопросы. Если я не ответила, то я просто, возможно, не заметила, или у меня еще нет времени вам отвечать. Но я стараюсь находить свободные минуты и записывать вам влоги, поэтому, пожалуйста, поддержите меня, будет классно. Все ребята, которые просят рассказать про факультет, про учебу и вообще в целом снять университет, снять город, я обязательно это сделаю, как начнется учеба. Просто у нас сейчас каникулы до конца февраля, вот, так что ждем. Ну, быть может, лучше снимать университет, не учебу, потому что, чтобы не было много людей. Но с этим я решу попозже. Просто нужно найти человека, который будет меня снимать. Вот, зацените качество. Папа купил мне iPhone 15, так что я сама балдею от этого качества. И просто давайте. Спонсор моего качественного видео — это мой папа.
Пишите в комментариях «Спасибо, Дадак», «Спасибо, Дадак». Я сама была в шоке, когда узнала эту новость, так что мечтайте, и все обязательно сбудется. Все, всем пока, с вами была Бонадели, до встречи в Италии.